Привет любителям Аргентины! Сегодня будет информативное видео, но оно будет касаться тех людей, которые живут здесь давно. В чем прикол этого видео? Я расскажу, как можно сделать и войти в план погашения пенсионного долга для активных работников. Что это значит? Это значит, что, к примеру, вы живете в Аргентине очень давно. Я буду делать все на своем примере. К примеру, я живу в Аргентине с 96-го года. И лет там, не знаю, может 10 в Аргентине я официально не работал. То есть где-то, конечно, все мы работаем, но официально я не считался там монотрибутистом или не работал по контракту, или то есть добывал деньги, жили, и никогда нас ничего не волновало. Тут раз, к примеру, вот на моем примере я живу уже практически 30 лет здесь. И наступает тот возраст, когда, в принципе, скоро у тебя будет пенсия. Но по законам Аргентины пенсию ты можешь получить, если у тебя есть 30 лет де апортес. То есть 30 лет ты платил в пенсионный фонд, иначе ты ее не получишь. Или получишь там минимальную, или получишь там еще какую-то социальную, но не ту. Значит, прошлое правительство придумало такой план, что, в принципе, люди с определенными категориями могут пойти в пенсионный фонд, зарегистрироваться на этот план, и все, что они недовыплатили, чтобы добрать до этого самого, до пенсионного фонда, они могут выплатить это в квоты за определенный период, то есть то, что им не хватает. Вот такой план. Наподобие, я же говорю, у тебя нету 30 лет пенсионных выплат, соответственно, ты можешь пойти зарегистрироваться, и все, что тебе не хватает, доплачивать квоты в это время, и потом, когда придет тебе пенсионный возраст, у тебя уже все будет выплачено. Кто туда может входить? Значит, женщины от 50 до 60 лет, которым сейчас на данный момент, когда они регистрируются, они вот там. Этот план существует уже, скажем так, где-то почти год. То есть еще в прошлом правительство ее создало. Мужчины от 55 до 65 должны входить. Какие правила этого плана? Значит, у вас должен быть на данный момент вы активный работник, потому и написано, что план погашения пенсионного долга для активных работников. Сейчас ты можешь быть каким-то монотрибутистом, предпринимателем, иметь какую-то свою фирму или работать на кого-то. Вопрос не в том, но ты активный работник. Значит, ты должен иметь достаточный доход для того, чтобы показать там, что у тебя сейчас на данный момент есть достаточный доход для того, чтобы погашать эту вот не задолженность, а то, что ты не платил когда-то. Чтобы на период, когда взносы, которые можно погасить, это те, которые были до 1 апреля 2012 года. Вот, которые у вас там были в то время не погашены, что вы не работали, что вы ничего не платили. Вот до этого периода вы можете все погасить. И на период, с которого вы как бы собираетесь погашать, вам должно быть больше, чем 18 лет. 18 или больше. То есть, что вы не были малолеткой и решили погасить там какие-то эти. Так, еще что ты в этот период, который ты будешь погашать, официально не работал. То есть ты был не работником, а не так, что ты работал, но не хотел платить пенсионный фонд. И еще одно из требований, это то, что в этот период, который ты будешь погашать, ты легально находился в Аргентине. То есть ты не бегал нелегалом, у тебя была виза, там, 5-10. И что получается? Вот я, к примеру, пошел год назад. Я сейчас расскажу про свою историю, и таким образом вы поймете, к чему я веду. Пошел год назад, даже, наверное, больше немножко, и оформил этот план. То есть идешь в пенсионный фонд в микроцентре и записываешься туда на прием, говоришь, что ты хочешь пойти в этот план, участвовать, и они быстренько тебя спросят или посмотрят по своим данным, или спросят, когда ты прилетел, какого числа, что ты типа легально находишься. Посмотрят, что у тебя в пенсионном фонде творится, то есть до которого периода у тебя нет вот этих апорты, то есть выплат нет. И, соответственно, тебе дадут план, которыми все, что у тебя не хватает, чтобы ты мог погасить. Но я когда это оформил, я не сообразил в одну вещь. То есть тогда была сильная инфляция, доллар рос, а как бы официальный доллар стоял, нелегальный рос. И, соответственно, план выплата в месяц была где-то около 3000. То есть ты в месяц должен был 3000 песо платить. И, соответственно, получалось, ты мог выплатить. Когда мне насчитали мой план,
а это было, ну, больше 10 лет, наверное, я точно уж не знаю, сколько там лет, но больше 10, то и план стоил по 3000, в принципе, я прозевал, потому и хочу всем рассказать. Я прогавил что? Я прогавил то, что надо было сразу пойти, все посчитать и выплатить. То есть я посчитал, тогда это было сколько-то там 1 миллион с копейками. И в то время доллар рос, а они же берут по официальному, а официальный был низкий. И, соответственно, можно было, в принципе, или поменять, или если ты получил $1000 и закрыть всю эту штуку. То есть можно было в один день пойти, $1000 взять и закрыть, погасить весь этот план. Ну, мы решили, как все тогда решали, что инфляция все съест, типа инфляция все сожрет, будем платить потихонечку. То есть 1 месяц платишь, ну, обычный налог, пенсионный фонд, и потом еще один из этого плана платишь, да, и все. На следующий месяц так же само, по 1 месяцу, не будем спешить. Я что-то несколько месяцев заплатил по 2, по 3, а потом решили, инфляция все сожрет, как всегда все сжирала. И, соответственно, не заплатил сразу. И это была очень сильная моя ошибка, что я не заплатил все сразу. Почему? Потому что мы даже думали, что это может быть такое, что потом ты получишь пенсию, и из твоей пенсии будут высчитывать, ну, когда возраст придет, да, будут высчитывать, чтобы погашать твою задолженность. То есть ты будешь, в принципе, получать там чуть-чуть меньше, да и все. Но оказалось, все не так просто. Оказалось, что весь этот план имеет свой срок годности, скажем так. Ты должен его по-любому закрыть до определенного периода. К примеру, там до 1 апреля 2025 года ты должен его закрыть. Время еще есть. Кому это нужно, оформляется и быстро-быстро все выплачивает. Почему? Потому что если ты не выплатишь, значит ты опять же будешь в долгах, что ты типа не получил все свои вот эти апорты. Не сделал ты весь пенсионный фонд. И когда мы это узнали несколько месяцев назад, что это оказывается не на всю жизнь, а определенный существует период, мы начали смотреть, как же выплатить побыстрее. Но теперь, в связи с новым правительством, в связи с тем, что доллар не растет, а официальный растет, догоняет Blue, неофициальный, а неофициальный не растет, то есть тут такая своеобразная политика. Получается, что все этот выплаты плана растут, а доллар стоит на месте. И теперь тебе становится дороже выплачивать. Вот. И теперь то, что можно было выплатить за $1000, реально превращается в $4000. Вот такие пироги, ребята. Потому и говорю, надо очень быстро все выплачивать. К примеру, мне даже и каким образом, вот, допустим, последнее, что я платил, это было 30 числа прошлого месяца. Целый день работала страница АНСЭС. АНСЭС — это пенсионный фонд. То есть как, она работала, но когда ты хочешь сгенерировать оплату за какой-то период, она пишет: нет, эррор получился, типа зайдите позже. И так было до ночи, а на следующий день было 1 число, и я говорю, вот они точно делают так, чтобы типа будут менять с 1 числа цену, снова поднимать. И, соответственно, ты не можешь как бы 30 числа сгенерировать вот этот вот, ну, в общем, балету или чек, ну, в общем, оплату не можешь сгенерировать, чтобы банка быстро заплатить. И только поздно вечером, что-то там около 10 вечера, страница заработала, а цена еще не была пересчитана. Одним словом, то, что когда-то, когда я начинал, стоило 3000 песо, в прошлом месяце я платил, то есть вот несколько дней назад, 4 дня назад, то есть сейчас какое-то число, начало октября, я платил последний день сентября. Это стоило 22 600 за месяц, а доллар стоит на месяц, соответственно, прикиньте, во сколько раз ты типа в долларах теперь ошибся, что не выплатил все сразу. А сегодня заглянул перед тем, как видео снимать, смотрю, уже 23 600, то есть да, каждый месяц они добавляют. Так вот на октябрь добавили еще раз. Я теперь, конечно, выплачиваю поскорее все. Я думаю, что уже в этом месяце я, наверное, снова грохну туда, как говорят, хорошую сумму и закрою эту тему.
Но мало ли, может кто здесь живет, так как и я давно, и мы все тогда бегали, работали где попало, но официально не платили. И подходит его, как бы скоро будет срок подходить какой-то пенсионный. Если он хочет это дело сделать, ребятки, поспешите. Значит, этап простой. Я рассказал, какие надо требования для женщин по возрасту, для мужчин по возрасту. Взносы все закрыть. И быстренько попробуйте заплатить все чуть ли, если есть возможность в один присест, если нет возможности в 2 присеста. Но таким образом вы еще сможете попасть в этот план и решить этот свой вопрос. Я теперь, грубо выражаясь, сразу там $1000 бабах, и все, и в одну оплату, следующий месяц снова так же. И вот таким образом надо быстро все закончить. Надеюсь, я кому-то помог. Понятно, это не для широкой публики, а для специфической публики видео. Подписываемся на канал. И вперед, ставим лайки и ждем следующих видео. Пока, ребятки.